Всем доброго здравия, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, Коля, и мы продолжаем с вами проходить Atomfall. У нас 10-я серия уже с вами. Такая, можно сказать, своеобразный юбилей, получается. Вот. 10-я серия. В прошлой серии мы с тобой вернулись в развязку. Значит... Так, в развязку. А я не помню, только я... Ага. Но надо, я думаю, забрать вот эти вот штучки. Вот. Я-то тут полазил, но, видимо... Ну, насколько я вижу, я поскидывал, но я не взял эти. Все, хорошо. Теперь взял. Вот. И с нами кто-то был связался, как только мы сюда вошли, по громкоговорителю и сказал... по-моему, в Чарли, что он сидит. И вот мы, короче, хотели с тобой пойти, по-моему, но я сказал нет и остановил серию. Да, спасибо. Я не боюсь уже этой херни. Я уже все, я понял, что я не тут. Вот это сейчас неожиданно. Вот это сейчас было неожиданно. Давай, открываем дверь туда. Кто там? Ау. Джойс Теннер. Ого, какой сюрприз. Когда я заметил движение, то решила, что это может быть один из одичавших гоблинов, которых некоторые... Но вы не похожи на гоблина или разбойника. Так кто же вы, а? Я просто пытаюсь здесь выжить, как и вы. Да уж, иначе не скажешь. Странные сейчас времена. По крайней мере, вы не попытались меня убить, что уже прогресс. Иногда мне кажется, что я единственный здравомыслящий человек во всей стране. Кстати, я Джойс Теннер. Рада знакомству. Думаю, сейчас не так уж важно, кто вы, ведь мне в любом случае стоит... Я так понимаю, восстановление подачи электричества вашим делом. Я целую вечность пыталась сюда пробраться, скажу я вам, уже была готова сдаться. Кто вы такая, Джойс, и что вы здесь делаете? Да, у вас любопытство, как у киплинговского слоненка, а мне ничего скрывать. Несколько месяцев назад сюда отправили экспедиционный конвой и прикомандировали к нему местных недотёп. Сама я связистка. Товарищи по отряду прозвали меня, не успел прочитать. У меня была чисто женская работенка. Я должна была отвечать за научные составляющие экспедиции на пару с доктором Горроу. Говорят, до катастрофы у нее здесь был большой авторитет. Однако экспедиция пошла совсем не по плану. Стоило нам доехать до долины Слэттона, как кто-то подорвал мост, и весь конвой был уничтожен. Мы и понять ничего не успели, а на нас сразу же набросились целая орда психов в масках. Было очень страшно. Конвой уничтожили люди в масках? Звучит нелепо, да? Они набросились на нас сразу после подрыва, но не знаю, их ли это рук дело. Вероятно, я единственная выжившая из всего конвоя. Но теперь мы здесь, и дела пойдут в гору. Впечатляет, верно? Развязка во всей своей красе. Я уж думала, что мне не светит заглянуть внутрь. Только представьте, сколько всего тут скрыто. Вы можете предположить, для чего это все использовалось? Но похоже, что вся развязка — это единая система, как огромная вычислительная машина. Хранилище данных подключены к центральному процессору, но без питания ничего не заработает. Это точно было частью их плана по консервации этого места после катастрофы, чтобы у них... И вот что они тут исследовали. Что же это... Я не знаю, никто не знает. Главное, что мы здесь. Я просто не в валом восторге. Вам это удалось. Теперь у меня наконец будет шанс хорошенько поковыряться в их системной коммуникации. И да, слушайте, нам пока не обязательно доверять друг другу, но мы ведь можем объединиться. Верно? Для этой работенки нужно две головы. Я слушаю.
If I can get Слушайте, a message through the если не interference удастся field, отправить сигнал I сквозь should be поле able to sort радиопомех, out an это exit for будет us. нашим I'd спасением. need a whole array of Но transmitters to punch чтобы through the пробиться interference, сквозь though. радиопомехи, мне There are a нужно... few radio towers Для across the этого area должны that should do сгодиться the trick. радиовышки I've поблизости. Я restored power to подключила them, их к but I seem to be питанию, но locked не out of their могу controls. ими управлять, The наверное. operators must have Да isolated ёпта! the towers from the Должно быть, network when the операторы quarantine was отсоединили declared. их от общей But сети, look, когда... if you could find each tower and release Я the не security могу. lock, I can fiddle around this end and try to use Я the array пытаюсь to просто blast еще out a и signal. вникнуть в этот Here, текст. I'll give you map coordinates for each tower. Ну, то есть, если Good я luck. буду просто читать, Do your это best. будет, во-первых, быстро, And try not to get неразборчиво eaten by any и goblins. непонятно. А я пытаюсь и быстро, и это. Самое главное, что здесь нигде нету... не здесь, извините. Вот здесь, к сожалению, большому... Ланчбоксы. Коллекционные приметы. Здесь ничего вообще нету. Возможно, Джойс мне может помочь сбежать. Она планирует сбежать, как только после поля радиопомех позволит ей отправить сообщение за стену. Очень обидно, что здесь нету никакой функции прочтения уже законченных диалогов, чтобы что-то вспомнить, освежить себе память. Потому что в таком случае я бы слушал, да, что не успел бы, там останавливался бы, мы бы дослушивали диалог, я бы спокойно открывал уже эту штуку и дочитывал, да, то есть, чтобы было более понятно, что конкретно от нас здесь требуется. Вот. Ну, да ёпта! Вот, но, к сожалению, очень большому сожалению, я даже, ну, ты видишь, да, я пытаюсь. Залезь обратно, пожалуйста. Я пытаюсь изо всех сил, честное слово, я пытаюсь успевать читать, но у меня не получается. Так, я слышу, что тут кто-то есть, но я не понимаю, где. Скорее всего, вот за этой дверью. Тогда мы туда сейчас не пойдем. Либо за этой дверью. Роботикс. Ага. Мамма мия, мамма мия! А! А! Первая смерть за 10 серий! Нет! Ну, возможно, кстати, не первая, возможно, я... Загрузить. Так, а как ты, в смысле? Ну, а как ты хочешь, чтобы я не потерял прогресс? Я же умер. Блин. Может, туда гранату им закинуть? Так, это я с ней поговорил, типа? Одену. Окно. Всё. Да ёб твою! Ну, как будто против них хочется дробовик взять, если честно. Я хочу попробовать, по крайней мере. Я возьму дробовик. Вот это вот, да. Вот так вот. Сейчас, пойду возьму дробовик. Очень интересно, на самом деле, как с ними бороться будет эффективнее всего. Ну, с теми, наверное, с теми, кто идет в дальний бой, с ними, конечно, как будто луком, да, которые вот эти плеваки. Можно ревик взять, конечно, но не хочу. Дробовик. Нет. Патроны сюда скидывать, кстати, нельзя. Ты на двойку, да? Ага.
А, он одиночный, конечно. Придется жестко перезаряжаться, но... Блин, ладно, ладно. На самом деле еще, ну, куда ни шло. Хотя бы один заряд. Главное, чтобы этот выстрел был достаточно мощным, чтобы не... А, вот так. Хорошо, ладно, давай сюда. Тут тоже. Раз, два. Есть, минус один. Не попал. Go or die here. Провально сейчас сдохнешь. В смысле? Мать, успокойся. Спокойно. Спокойно. Спокойствие, мать. Ну да, дробовик, конечно, получше будет. Я бы даже, наверное, использовал бы вот это, чтобы меня не так сильно били. Go or die here. Now, let's not be hasty. There's no need. Нет! Ты чё? Так нельзя? Нет, алло, на кой хер ты ее убил? Это тяжело. Это тяжелее, чем я думал. Да твою-то мать. Тупое электричество. Господи, как ты меня достал. Надо аптечку с собой сразу взять, на всякий случай. Пусть будет аптечка. Какие мрази, ты на них посмотри, а. Давай тогда еще и боевой стимулятор я возьму. Аптечку на всякий случай. А, нет, не буду я брать аптечку, я бинты скрафчу. Я скрафчу просто себе бинты. Вот, мне это более чем достаточно будет. Все. Так, мне вот сюда. Блин, гандон. Меня еще это электричество бесит теперь. Я раньше не задевал ни одного, теперь вот оно вот буквально, вот как она здесь появилось какое-то электричество вот здесь. Его раньше как будто не было. Возможно, потому что я включил вот эту штуку. Так, давай поближе подойду вначале. Вот так открываешься, я забываю каждый раз. Все, вот теперь мы юзаем вот это и вот это. А, так вы все плюетесь, в принципе. Перезарядка. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Вы все плюетесь, да? Вы все. Я не буду. Я хотел бы сказать одно слово, но я не буду. Можно другим заменить, в принципе. Все гандоны. А, вы оттуда идете. Ну, конечно, мимо. Естественно, мимо.
призрак, что ли? Не, ну явно какой-то придурочный, ёпта. Благо ткани вообще можно, ну, легко ее находить. У меня просто заканчиваются уже патроны, у меня 5 патронов осталось на дробовик, и я понимаю, что я, видимо, зря их выдавал. Я еще одного слышу, этого придурка здесь. Ну ладно. Этот придурок сразу отлетел. Еще кто-то есть. Где-то сверху там, все видимости. Ну, пусть он там, если честно, и остается, я не хочу с ним встречаться в данный момент. Можно вообще, когда их было много, можно было заюзать, конечно, гранату. Там сверху где-то бегает. Укрыто с другой стороны. Ну, это не проблема. Бомба с гвоздями и стимулятор. Вау, еще и бинтик. Мы его сразу используем. В принципе. Патроны для винтовки. А это мы изучаем. Сразу же. У нас очередной рецептик. Так, а ты с чем? Подожди. Граната. А ты именно... А, ты еще и кровотечение навешиваешь, типа. О, читать. Продает наши секреты в обмен на выпивку. Тайное расследование касательно поведения доктора Робертса завершено. Привожу свои доводы ниже. У меня есть доказательства того, что доктор Робертс, по крайней мере, дважды упоминал о перенаправителе сигнала за рюмкой в пабе Виндхэма. Человек страдает от тяжелой зависимости и фактически продает наши секреты в обмен на выпивку. Я настоятельно рекомендую немедленно перевести доктора Робертса. Понятно. Еще боеприпасы для дробовика. Отлично. Дверь открываем. Вроде как тут все. Смотрим тут. Так, сюда. Вроде сюда можно попасть. Зачем туннель? Непонятный. Сюда вроде тоже. Это может, чтобы убегать от этих типов, возможно. Возможно. Можно вниз, можно вверх. Пойдем вверх. Тот один сидит там. А там не сидит, то есть он остался один. Ну вот с этим я справился хорошо. Запись перекрыли военные, и споры с него выпали. Забираем все это дело. In 12 hours, just how long does it take to evacuate one facility? Word from Jack is that the military have locked Джек down the сообщил, site. что Not paid округу for перекрыли medicine. военные, What are we calling it? а от Эммы Explosion? ни They aren't слова. telling us anything. Подожди.
Еще одна Perkins is muttering Теперь about the Lord of the Перкинс Flies вспомнил died, the повелителя Black мух, Bird. чертов I shall кретин. strike him if Я he comes near его me without чем-нибудь nonsense. огрею по голове, если он снова подойдет ко мне. Ладно. Прослушай. They're not coming for us. За нами не придут. Никто и не собирался приходить. Боже. Perkins is dead. Перкинс мертв. Понятно. Давай включим фонарик, чтобы опять нам было лучше видно всю эту ересь, которая здесь вообще происходит. Тут пусто. Ох, господи. Как же это все прикольно с одной стороны, а с другой стороны это просто ужас. Они очень, очень сложные для того, чтобы их убивать. Роботикс у нас в этой стороне. А в этой что у нас? Медицина. Ford for Life. Ну давай пошли в медицину, мы сходим. Я надеюсь, что здесь будет более-менее все. Ну, сюда. Туда я пройти не могу, да и по всей видимости незачем, потому что там вот это вот ересь, судя по тому, что здесь она на потолком. Снизу турель. Медицинский отсек. Ну, пойдем, посмотрим, что здесь. Тоже нам пишет вторжение. Я надеюсь, мне не придется сажаться, потому что у меня патронов на дробовик 3 штуки. Один заряжен, 2 этих. Ну, придется тогда из лука по ним палить, но... Я надеюсь, тут никого нет. Ну, по виду, кстати, тут реально никого нету. И мне это уже нравится. Я не хочу сходить с ума. Что за голоса? Нет. Рейдж. Я, к сожалению, Понял. А! Отвали! Отвали, придурок! Ты хули такой жирный? Еще идут. Не-не-не-не, все, парни. Хотя... Пошел к черту! Какой ты жирный, какая ты мразь! Как скажите, что они не умеют выходить оттуда? Я, кстати, не поставил еще ни одного дополнительного. То есть я их с собой-то ношу, а вот поставить дополнительные я не поставил. Блин, слушай, на пистолет тоже патроны заканчиваются. Ну пойдем вниз. На второй этаж мы зачистили. О, дурак, что ли? Я тебе сказал фонарик взять. Не палить, почем зря. Так. Закрыто с другой стороны. Ну, любой дурак, да, вот, реально, просто взял бы, перелез бы. Вот, ну, типа, тут ни колючей проволоки, ничего. Вот сюда ногу ставишь и перелазишь.
У меня нет желания ходить под этой штукой, поэтому я просто пойду в другой отсек. Ладно, я открою дверь. Не сработало. Нет питания в хранилище. Значит, где-то сверху должен быть, вернее, отсек под... Предположу, что это дельта хранилище. Нет, это Чарли. Так я запихнул в Чарли. То есть я прошел медицинский отсек и вернулся в Чарли. Ну, видимо, я сейчас тогда пойду в Роботикс, раз такое дело. Я определенно видел, что в... О, труп. Ладно, видимо, я тебя уже ултал. А, storage, надо 4 рубильника. Извиняюсь. А, или это... Не понял. Подожди. Пять. Хорошо, я найду. Я узнаю пароль. 5, 7. 5, 7, 4. 5, 7, 4. 5, 7, 4, 1. 2. Ну не суть. 5, 7, 4, 2. Запомнили, да? Не знаю, зачем оно, но запомнили. Я вообще на рандоме. Я не знал это. Я с вами вот сижу, я же не ставлю на паузу никогда это. Я могу смонтировать, но я вот Atomfall, скажу честно, я не монтирую, ничего не вырезаю, ничего нет. Ну, в плане, именно вот ничего не вырезаю, нет. Могу добавить, но не вырезать. Оп. И мы попадаем в комнату. Уитскейл, протестующие у периметра. Дерек. Я прекрасно понимаю, что присутствие протестующих у внешнего периметра лучше всего убедит людей в том, что Уинскейл — это законный ядерный объект. Но как же меня достали эти ублюдки, пытающиеся перелезть через забор? Я жду дюжины новых ученых, которые должны пройти специальную проверку уже до следующей недели. И у меня нет времени заниматься этими идиотами. Я знаю, что полиция Виндхэма здесь будет бессильна, но ведь и у моей службы безопасности тоже нет столько людей. Пускай эту проблему решает Уайтхолле. И как можно скорее. Давай, бит используем. Птичку заберу, боеприпасы для пистолета. Кейс. Рецепт обезболивающих. Ну, нет места, да? Это используем еще один этот. Но рецепт обезболивающих уже изучен. Еще одна птичка. И здесь вообще ровным счетом ничего. В кейсе навык, возможно, был, возможно, я не вижу. Скорость натяжения, обезвреживание ловушек, род метательного. Нет, надо копить их, надо копить. На что не знаю, но надо копить. Это точно. Возможно, на фокус лучника как минимум. Как будто это полезная штука. Ну, тут аптечка лежит, пусть лежит.
Ну, вот это прикольно было. Прикольно. Мне нравится. Я забыл уже пароль, который я ввел, но прикольная система. Очень классная. Очень классная система. Итак, мадам. А что ты If you вообще can give me хотела? access to all Если those вы можете radio получить towers, доступ ко всем радиовышкам, there у might be нас hope for появится us шанс yet. на спасение. Радиовышки. 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 Долина. Радиовышка. Вижу. Радиовышка. Ага, посередине. То есть это даже не вот эта, которая на окраине здесь стоит. И это тут, где я вылез, вот этот руины сланцевых пещер, я там вылез был и сразу же залез обратно, потому что там робот ходил, и я его испугался. Ладно. Блин, 30 минут мы бегали по Чарли, и давай зайдем в Дельту. Мне интересно, что мы можем найти в Дельте. Вот, потому что, ну, у нас есть эти устройства. Поэтому почему ты их не используешь? Начнем с самого верха. У нас восстановлено, к сожалению, хранилищах данных Дельта вычислений. В данном секторе карантинные меры отключены. Получен доступ в отсек робототехники. Отсек робототехники. Это вот этот роботикс, наверное. Так, что у нас? Отчет о спектроскопии биологического образца 1 была прервана. Совпадения не обнаружены. Частичные результаты занесены в Кастерфельское хранилище данных. Что мы отсюда видим? Мы видим, что здесь у нас как раз-таки, видимо, та самая железная дорога. Вот это вот. И там вон поезд. Ну, возможно, это не та самая железная дорога, про которую я конкретно думаю. Но то, что здесь есть железная дорога, вот роботикс, да. Это точно. Это как раз-таки у нас, видимо, в роботикс, да? Пока не будем. Дверь закрыта с обратной стороны. Как мне туда попасть? Вон там лестница. Блин, теперь здесь электричество. Ну, на самом деле сейчас хотя бы видно, что сюда можно попасть. Вот сюда. Потому что когда было темно, ты этого вообще не видел. Ну, прямо от слова совсем этого вообще видно не было. Мы здесь находим труп. Ключ от комнаты до хранилища данных Д. Алкоголь. И ненужные нам материалы, которых у нас полные штаны. Так, хорошо. Подожди, здесь... Но здесь у нас нету такой, кстати. Давай разблокируем вот это. И это нам открывает доступ, да, вот сюда. Пошел к черту просто. Сразу. Смотри, я тебе факи могу показывать, а ты мне ничего не сделаешь. Придурок. Потенциальная угроза вне зоны доступа. Возвращаюсь к патрулированию. Тупой робот. Ладно, поехали дальше. Так. Это у нас Слаттендейл. Подожди, это долина Слаттен? Начинаю тактическую передислокацию. Такое чувство, что я здесь был. Дверь эту открыть я не смог. А, ну да, я здесь был. Они, скорее всего, будут враждебны.
Я проверю просто, что я здесь был. Да, потому что это та самая вот эта дверь, которая ведет сюда. К нашему центральному этому. Тут есть какой-то снизу подъем. Очень интересно, все это классно. Требуется карта-ключ от комнаты управления краном. А это мы опять-таки выходим наружу. О, дата 100, дельта 100. А. Это тут я вышел, он на меня был загрелся. Destination unknown, known. Слушайте. Ну, робота я могу еще как-то, но как вот с этим быть, это я вообще не знаю. B Data Store. Попытаться, может, тут туда с ними как-то раз... У меня патронов нет, я не хочу туда идти. Я бы сейчас процитировал этого Оксимирона из песни «Первый класс». Но, к сожалению, видимо, я не буду этого делать. Это некрасиво, я считаю. Так, есть у нас 2. Вопрос только в том, я вроде как в хранилище данных это все дело запускаю, только вот отсек робототехники поможет мне открыть путь сюда. А дверь вот тут не открылась. Data Store Bravo с Кезермор. А, с Кезермор там. Слушай, ну раз на самом деле вот раз ко всему этому идет у нас, шли тогда в Альфа сходим. У меня есть как раз еще одна это для Альфы. Положим это все дело сюда. На всякий случай я бы взял ружьишко вместо лука, потому что мне кажется, что оно будет немножко лучше с этим всем делом справляться. Вот, и хотелось бы, наверное, тогда запихнуть в Альфу. Давай запихнем. А, нет, подожди, мы не можем запихнуть в Альфу, потому что там бардак творится. Вот это вот все дело. А против этого у меня ничего пока что нету. Я как только открываю, ну, меня не сразу бьет, но ладно. В Альфу мы тогда не полезем. Что ж, тогда получается пока что все на лаборатории пока заканчиваем с ней. По всей видимости, можно будет пойти тогда в действительности помочь женщине с ее с этим. Ну, там, помочь ей, короче, там. Это я тоже складирую. Ладно, винтовку, наверное, можно оставить. Да, винтовку обратно. Винтовку я оставлю. Лук сюда, винтовка сюда. Ну вот. Да, на этом закончим. Я выберусь, наверное. Только вопрос где.
Отсек робототехники пока что попасть мы не можем. Можем, теоретически. Но еще одну серию про бункер, как будто скучно. Как будто, да, скучно. 3 серии подряд, это вообще уже жесть. Естественно, спалили этот выключатель, никак его не включить. Поэтому мы пойдем сейчас в лес, потому что там находится одна из вышек. Вот, поэтому мы сейчас пойдем быстренько в лес. Скорее всего, там типы сидят на выходе опять. Ну или не сидят, кстати. Возможно, не сидят. Ну и это хорошо будет, если они не сидят. Питания нет, ну естественно питания нет. Откуда ему взяться-то? Откуда ему тут взяться, если я не смог дойти до включателя? Вот, поэтому выходим сейчас на улицу и там будем заканчивать серию. А тут тоже никого нету, ну и слава богу. Ну и хорошо. Тут никого нет. Тогда выходим в лес. Эстерфелл. И сейчас такие тычут в лицо мне сразу же двухстволкой. Ну-ка, давай сюда, все, что я... Нет, не тычут. Ну ладно, ну и ладно. Потому что, в принципе, я оттуда ничего и не вынес. На самом-то деле. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии. С вами был Коля. Этот прекрасный мир, благословленный какой-то катастрофой, я не знаю. Вот. Всем спасибо еще раз. Всем удачи. Всем пока.